Его любили и ненавидели. Он обретал новую жизнь в современной высококлассной акустике, либо же просто растворялся в небытие. Но все же он был одним из наиболее легендарных широкополосников в рамках советской аудиоиндустрии, подарившим нам немалое количество интересных акустических систем в те далекие годы нашей молодости, которым и посвящен сегодняшний выпуск. 10AS-203 и 10AS-403 выпускались с первого квартала 1977 года Брянским электромеханическим заводом и Смоленским заводом «Измеритель». Акустические системы по конструкции своей были абсолютно идентичны, различались лишь наружным оформлением. Номинальная мощность составляла 10 Вт, максимальная 15. Диапазон воспроизводимых частот от 63 до 18 тысяч Гц. 10AS-7, она же 10AS-407 с 81 и 10AS-207 с 1987 года. Выпускалась с 1979 года Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко и входила в комплект радиомагнитол, а также прочей комбинированной техники под названием «Романтика». Диапазон воспроизводимых частот составлял от 63 до 18 тысяч Гц, чувствительность 90 дБ, номинальная мощность 10 Вт, сопротивление 4 Ома. 10AS-412 выпускалась с 1979 года Харьковским заводом имени Шевченко. Отличительной особенностью данной акустики был тот факт, что внутри каждой системы находилось две головки 10GD36E, что давало возможность поднять номинальное сопротивление акустической системы с 4 до 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот оставался при этом неизменным и составлял от 63 до 18 тысяч Гц. 10AS-213 выпускалась с 1985 года Смоленским заводом «Измеритель» и представляла из себя полочную шарообразную акустическую систему закрытого типа с установленным широкополосным громкоговорителем 10 GDSH-2-4. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 63 до 20 тысяч Гц, чувствительность 89 дБ, номинальная мощность 10 Вт, сопротивление 4 Ома, а вес каждой сферы достигал практически 4 кг. 6AS-322 выпускалась Грозненским радиотехническим заводом с 1985 года. Диапазон воспроизводимых частот акустической системы составлял от 160 до 12,5 тысяч Гц, номинальное сопротивление 4 Ома, паспортная мощность 10 Вт. 10AS-318 выпускалась с 1985 года Киевским заводом «Маяк». Частотный диапазон акустической системы составлял от 100 до 16 тысяч Гц, чувствительность 90 дБ, номинальное сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 10 Вт, максимальная долговременная 15. 15AS-221 выпускалась Киевским заводом «Маяк» с 1987 года в качестве комплектной акустики магнитофона «Маяк М233 Стерео» и представляла из себя полочную акустическую систему закрытого типа на базе широкополосного громкоговорителя 10 GDSH-1-4. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 100 до 16 тысяч Гц, чувствительность 90 дБ, номинальное сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 10 Вт. 15AS-223 выпускалась с 1989 года Киевским заводом «Маяк» и представляла из себя широкополосную акустическую систему с фазоинвертором. Номинальный частотный диапазон системы составлял от 100 до 16 тысяч Гц, номинальное сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 10 Вт, долговременная максимальная 15. 15AS-222 выпускалась Киевским заводом «Маяк» с 1990 года и представляла из себя широкополосную акустическую систему закрытого типа. Диапазон воспроизводимых звуковых частот составлял от 100 до 16 тысяч Гц, чувствительность 90 дБ, номинальная мощность 10 Вт, сопротивление 4 Ома, а вес каждой акустической системы превышал 4,5 кг.
И завершает наш сегодняшний выпуск широкополосная акустическая система с фазоинвертором Notta 15AS201, выпускаемая с начала 1991 года Новосибирским производственным объединением «Луч». Система была прямоугольной формы, в нижней части устанавливался громкоговоритель 10 ГДШ 1.4, над которым был расположен выход фазоинвертора. Диапазон воспроизводимых частот системы составлял от 80 до 20 тысяч Гц при чувствительности 90 дБ и номинальном сопротивлении 4 Ома. Предельная долговременная мощность составляла 15 Вт, номинальная 10, а вес каждой системы достигал 6 кг. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, то с вас, как всегда, лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас много всего интересного. Хороших вам дней!